lots of fish. Много рыб. And what did Peter then say to Jesus? А что тогда сказал Петр Иисусу? Did he say, "Thank you for all the fish"? А он сказал спасибо за все эти рыбы? He said, "Go away, because I'm a sinful man." Он сказал, иди от меня, потому что я грешный. Think about that. Думай об этом. He told Jesus to go away. Он сказал Иисусу, чтобы Иисус пошел оттуда. That's not very smart. Это не очень умно. He didn't tell him to go away because Jesus was sinful. Он не сказал ему идти, потому что Иисус был грешный. It was because of Peter's own consciousness of his sin. He didn't want to be in the presence of a holy man. Это потому что Петр понял свой грех. Он не хотел быть близко к святому человеку. And we have to deal with the same attitude that's deeply rooted in our hearts. Мы должны работать с таким же сознанием, отношением в наших сердцах. But we know that when we are born again, we are righteous. Мы знаем, когда мы рождаемся свыше, мы праведные. We can stand before God in spite of our Мы sin. можем стоять перед Богом, несмотря на наш грех. And then we learn how to deal with the enemy that dwells within И us. тогда мы учимся, как бороться с этим врагом, который есть в нас, So that we don't have to be afraid of him. чтобы не бояться его. And we learn to recognize how that enemy affects each of us individually. И мы учимся, как узнавать, как этот враг влияет на каждого из нас индивидуально. Because we each have the same enemy, Потому что у каждого из нас тот же самый враг. but we are very different in our personalities and in our genetic makeup. Но каждый из нас личностью и генетически, как мы сделаны, отличаемся друг от друга. Some people have greater tendency to pridefulness. Есть те, которые имеют больше гордости. Others have greater tendency to be subservient to others. И другие более склонны подчиниться другим, когда это даже не надо. Romans chapter 1, 2, and 3 tells all about the sin nature we have. Римлянам 1, 2, 3 главы рассказывает о грешной натуре у каждого человека. And when we get born again, we have the new nature of the Spirit of God. Когда рождаемся свыше, мы получаем новую натуру Духа Божьего. So, if we recognize the enemy within us, then we recognize our need for a Savior from that sin. Когда мы узнаем этого врага внутри нас, мы узнаем, мы видим, что нам нужен Спаситель от греха. We all know that the Apostle Paul was not always the Apostle Paul. Мы все знаем, что апостол Павел не всегда был апостол Павел. Before he was the Apostle Paul, he was a bad guy. До того, как он стал апостолом Павлом, он был плохим человеком. He was a bounty hunter. Он искал и убивал верующих. How many have ever seen American Western movie, Cowboys? Вы смотрели когда-нибудь американские фильмы «Ковбой»? They've seen it. Little boys have. Okay. In the American West, На американском Западе 150 years ago, 150 лет назад they used to have bounty hunters. были эти люди bounty hunters. They were private citizens who took it upon themselves to go and capture criminals to get the reward money. Частные граждане, которые искали преступников, чтобы получить деньги за их. And sometimes they would meet the criminal on the street of this town. Иногда они встречались с преступниками на улице в городе. And they would have a gunfight. И была маленькая битва оружием. And he would say, "Draw." Сказали draw, вот пистолетом, да?
That's what happened to the Apostle Paul on the dusty trail this day. А вот что случилось с Павлом на этой дороге в тот день. It was Jesus who was at the other end of the street. Иисус стоял в один конец улицы. In verse 6, Acts 22:6. Деяние 22, 6 стих. Go ahead and read 6 and 7 and 6 and 7 and 8. Окей, Саша, читай. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня, вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал: «Кто ты, Господи?» Он сказал мне: «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Okay? This was the first time that Paul meets Jesus. Это первый раз, который встречается Павел с Иисусом. First, he saw a light, and then he heard a voice. Во-первых, он видел свет, и тогда он слышал голос. And it's very important to notice the first question he ever asked Jesus. И очень важно заметить здесь первый вопрос, который он задает Иисусу. What was the first question he ever asked Jesus? Какой был первый вопрос здесь, который он задает? Are you the Lord? Who are you, Lord? Who are you, Lord? Кто ты, Господи? When Paul uses the word Lord here, he has no religious connotation in it. Когда он говорит здесь слово Господи, нет здесь никакого религиозного значения. The word Lord, as he used it, meant sir or master, an important man. Это вот Господь, как он использовал здесь, это просто значит господин, важный человек. Now some young people call me sir, which is the same as Lord. In America they say, sir. Сейчас в Америке говорят сэр, это как господин, примерно как здесь. Сейчас в России принято говорить господин тоже. It makes me feel old. Это немножко, я чувствую как старый, когда я слышу сэр. So Paul was. Наши родители, так говорим мы нашим родителям. So Paul was using this as a term of respect. Так, Павел показал свое уважение этим словом. He recognized he was talking to someone important. Он понял, что он с кем-то важным говорил. But the important part is the first three words. Who are you? И вот самое главное здесь это первые два слова. Кто ты? The Apostle Paul never stopped asking that question for the rest of his life. Он никогда не перестал Ask задавать. the same И question, мы должны задавать вот тот же самый вопрос. don't we? Не правда? Is it an important question to ask? Это важный вопрос, да? Did Jesus ever ask his disciples something like that? Иисус когда-либо задавал вот такой вопрос своим ученикам. He said, "Who do men say that I am?" Помните, он спросил их, а кто говорят другие, кто я такой? Jesus wanted to know what the polls showed. Он хотел знать, что, как это, опрос, что говорилось в вопросе о нем. And if you remember, Peter pulled out his clipboard Помните, Петр взял бумагу, and said, "Well, 20% think you're Elijah, 20% народа думает, что вы Илья, 40% say Jeremiah, 40% говорит Иеремия, and the rest think you're another prophet." остальные думают, что, может быть, ты какой-то другой пророк. And Jesus said, "Oh." И Иисус говорит, And then he said, "Well, who do you say that I am?" он говорит, ну, а кто вы думаете, кто я такой? And Peter got the answer right. А Петр правильный ответ дал. He said, "You are the Christ, the Son of the living God." Он сказал, ты Христос, Сын живого Бога. And Jesus gave him a gold star on the forehead. Он получил золотую звезду на голове. So, is there any question more important for a human being to ask
then who are you, Lord? Так, есть ли более важный вопрос, который мы могли бы задавать, чем этот вопрос: кто ты, Господь? Because the quality of your Christian life is directly proportionate to the quality of your relationship with Jesus Christ. Потому что качество твоей христианской жизни прямо относится от качества твоего отношения с Иисусом. Why? Почему? Because he said, I am the way, the truth, the life. Nobody comes to God except through me. Потому что Иисус сказал, что я есть путь, истина и жизнь, никто не идет к Отцу без меня, только через меня. Does the devil understand that principle? А дьявол понимает этот принцип. А он понимает, да? So what does he do about it? Так что он делает об этом? He tries to obscure or distort Jesus for all people. Он старается скрывать, закрывать Иисуса, чтобы никто не видел его. Is he succeeding with millions of people? Он успешно это делает иногда, с миллионами людей, да? Muslims, Мусульмане. they do not know who Jesus is. Мусульмане ничего не знают об Иисусе. Hindus, Buddhists, Индус, they буддисты, don't know who Jesus они не is. знают, кто Иисус. How many million people do we have in those three categories on the earth today? Сколько миллионов людей есть в этих группах сегодня на свете? 2 billion? А может быть 2 биллиона, то есть миллиарда? Remember that 2 Corinthians 4 says that Satan's goal is to blind people's minds to Jesus. Помните, что одна цель дьявола – это ослепить людей от Иисуса. And the verse explains why he tries to do that. И тогда объясняется в стихе, где это говорится, почему он старается это делать. 2 Corinthians 4:4, where it calls Satan the God of this age. 2 Коринфянам 4:4, где называется дьявол Бог этого века. And it says he's trying to blind people's minds to the glory of the gospel of Christ. Он хочет слепить ум человека, чтобы он не видел славу Бога, то есть Иисуса. Because Christ is the image of God. Потому что Христос есть образ Бога. The other night I showed the image of my daughter, Вчера Chris. вечером я показал людям этот образ моей дочки. That's the image of my daughter Christine and her new husband Billy. Это образ, это моя дочь и ее новый муж Билли. But when you hold up a photo, you say, "This is my daughter." Однако, когда мы показываем фотографию кому-то, мы говорим, это моя дочь. She's very short. Она очень короткая, She's very thin. она очень тонкая, She has no legs. у нее нет ног. This is not my daughter. Это не моя дочь, It's an image это образ of my daughter. моей дочери. So by definition of the word image, it's not my daughter. Из-за определения слова образ, это видно, что это не моя дочь. Right? Правильно? All right? Oh, yes. Yes. This is an image of a bear. Это образ медведя. Therefore, it's not a real bear. Поэтому это не настоящий медведь. If Jesus is the image of God, he can't be God. Если Иисус есть образ Бога, он не может быть Богом. But if he is the image of God and we do not know him, then God will be vague and nebulous. А если он есть образ Бога, а мы его не знаем, то мы не будем понимать Бога. Because God is invisible. Потому что Бог невидим.
And Colossians 1:15 says Jesus is the image of the invisible И God. в Колоссянам 1:15 говорится, что Иисус есть образ невидимого Бога. So remember, the devil's main goal is to hide Jesus from people. Помните, что самая главная цель дьявола – это скрывать Иисуса от людей. He does it by Islam, Buddhism, Hinduism, Он делает это через ислам, через индуизм, буддизм and many other Christless и religions. через другие разные религии, которые не имеют Христа. But then there are other religions who do recognize Jesus, Однако есть другие религии, которые знают, что был Иисус. Satan cannot stop everyone from recognizing that Jesus existed. Дьявол не может заставлять всех не узнавать, что был один Иисус Христос. The resurrection of Jesus Christ is a historical fact. Воскресение Иисуса Христа – это исторический факт. It is just as much a historical fact as Joseph Stalin was the president of Russia. Это исторический факт, как Иосиф Сталин был президентом России. People believe that, and they never saw Joseph Stalin. Люди верят этому, а никогда не видели Иосифа Сталина. And there's more proof that Jesus was who he said he Есть was. больше доказательства, что Иисус был тот, который Он сказал. So, when the devil cannot stop people from recognizing Jesus, he tries to distort the image of Christ for people. Так, когда дьявол не может заставлять людей не признать или узнавать Иисуса, видеть Иисуса, то он старается тогда, как это Blur. исказить. Many people say, oh, Jesus existed, but he was just a great teacher. Многие говорят, что да, был Иисус, но Он просто был великий учитель. He wasn't really the Son of God. Он не на самом деле Сын Божий. He didn't really rise from the dead. Его не на самом деле воскрес. What is another way that the devil distorts Jesus for Christians? А как еще искажает дьявол Иисуса для верующих? The Trinity. Это через Троицу. The Trinity is a distortion of God and Jesus. Троица искажение Бога и Иисуса. Jesus is not God. Иисус не есть Бог. To believe that is to be in idolatry. Верить, что это так, это идольство. Because the Bible says there's only one God. Потому что в Библии говорится, что есть только один Бог. And we are just finishing a new book called One God and One Lord. И в нашей организации мы сейчас кончаем новую книгу, которая называется «Один Бог и один Господь». And it's not a book about who Jesus is not. И это не книга, которая рассказывает только, кто Иисус не есть. It's a book about who Jesus is. Это рассказывает, кто есть Иисус. That he is the only begotten Son of God. Что Он единственный Сын Бога. That he is a human being like you. Что Он человек, как вы. He did not have the sin nature that you were born with. У него не было грешной натуры, которая есть у вас. Because he didn't have an earthly father. Потому что у него не было отца здесь на земле. God put the seed in the woman. Бог положил семя в женщину. But the fact that Jesus did not have a sin nature should not stop us from identifying with him as a human being. Однако то, что у Иисуса не было грешной натуры, не должно останавливать наше тождество с Ним. Because the Bible says he was tempted in every way that you will ever be tempted. Потому что в Библии говорится, что Он был искушен всеми образами, как вы будете искушены. What does that mean? Что это значит? If you are tempted, it means that
something pulls at. There's a desire in you to do something. You have to fight against that. Когда есть искушение, это как что-то протягивает вас. Это хочет, чтобы вы, желание есть, чтобы делать то, что не надо делать. If you say to me, if you jump over this building, I'll give you 1,000,000 rubles. Если вы говорите мне, если вы пропрыгнете, значит, через здание, я дам вам 1,000,000 рублей. It's no temptation. Это небольшое искушение. I can't possibly jump over the Я не building. могу это делать. So when it says Jesus was tempted, it means that the temptations pulled on something in him that he had to stop. No. Но когда говорится, что его искушили, то есть Иисуса, это значит, что было желание там, которым он должен был управлять, контроля нет. And how did he do that? А как он это делал? Because he chose in his mind to trust God's word instead of the wrong way. Он через волю решил здесь в голове, в уме слушаться Бога. So it is vital that you and I know Jesus Christ. Так что очень-очень важно, чтобы мы знали Иисуса Христа. And you can know him no matter how old you are. И вы можете знать его, несмотря на ваш возраст. It might be easier for you to know him as a young person. Иногда может быть легче знать его как ребенок. Because you might not have so many bad habits as older people. Может быть, у вас не такие плохие привычки. You might be more open to learn. Может быть, вы открыты учиться у него. You might not think you know everything. Может быть, вы не будете думать, что вы все знаете. So we need to ask the same question that Paul asked. Who are you, Lord? Так нам надо задавать тот же самый вопрос, как Павел задал. Кто ты, Господи? Did Jesus answer Paul's question that day? А Иисус ответил на его вопрос в тот день. If you look down, you see the answer. If you look up, you do not see the answer. Смотрите вниз, увидите ответ. The answer is not written on the wall here. Ответ не написан на стене. It is written in the book. Здесь написано в книге. He said, I am Jesus of Nazareth, who you are persecuting. Он сказал, я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Paul could have replied, Павел мог бы сказать, I'm not persecuting you, I'm killing Christians. я не гоню тебя, я убиваю верующих. But Christians are the body of Christ. Однако верующие есть тело Христово. Does your head know when you hit your finger with a hammer? А ваша голова знает, когда вы ударяете молотком свой палец. Если ударяете молотком палец. Знает, да? Да, знает. Right. So Jesus feels our pain when we are persecuted. Так вот, Иисус чувствует нашу боль, когда мы гонимы. And so he told Paul, stop it. Так что он сказал Павлу, перестань. Now it's very interesting about the Apostle Paul. Очень интересно об апостоле Павле. When he was Saul, the Hebrew who was persecuting the Christians. Когда он был Савл, еврей, который гонял верующих. He was a very committed man. Он был очень посвящен этому делу. He was a very disciplined man. У него сильная дисциплина в жизни. He was a strong Он man, был сильный mentally человек, and emotionally. и с эмоциями. He lived his life committed to a purpose. Он жил с этим посвящением жизни к этой цели. He was a moving object. Он как двигался с одного конца этого района до другого. But he was going in the wrong direction. Но он не туда шел. Do not be intimidated by people like that who you meet. Не бойтесь вот таких людей, когда вы встречаете их в жизни.
We are looking for people who know what commitment and dedication is about. Мы ищем вот такое посвящение жизни. Many communists are in this category, Многие коммунисты были в этой категории. and you can give them something better to be committed И to. вы можете давать им что-то лучшее, которому они могут посвящать свою жизнь. You don't know who's going to turn around until you put the sign in front of him. Вы никогда не знаете, кто будет поворачиваться и идти в другое направление, если вы не показываете ему. You do not know who wants to believe the word until you speak the word to the person. Вы никогда не знаете, кто желает верить Слову до того, как вы не говорите это Слово им. The Apostle Paul is the only person in the Bible that Jesus personally witnessed to. Апостол Павел — единственный человек в Библии, которому лично свидетельствовал Иисус Христос. Because Paul was a tough Jew, Потому что Павел был сильным человеком, сильный еврей. and he needed Jesus himself to interrupt И him. надо было, чтобы Иисус сам его перебил в жизни. What is the next question Paul asks? Verse 10. Какой здесь второй вопрос, который задает Павел? Это 10 стих. Who would like to read it? Кто хочет читать? Take it. Оля. Тогда я сказал: Господи, что мне делать? The whole verse that you read. No, she just read the I want to read the rest of it. Весь стих. Господь же сказал. Господь же сказал мне: встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. Very good. Очень хорошо. What was the second question? Такой был второй вопрос. What shall I do, Lord? Да, что мне делать, Господи? Should we ask that question also? Нам тоже стоит задавать вот такой вопрос, да? Yes, da. Da, da, da. Da, 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 da. Okay. But we must ask the first question first. Однако нам сначала нужен первый вопрос. Мы должны задавать первый вопрос. Because knowing Jesus Потому что когда мы знаем Иисуса, is the key to loving Jesus. это вот ключ к тому, чтобы любить Его. And loving Jesus is key to doing things for И Him. когда мы любим Его, это помогает нам, чтобы делать то, что Он хочет. Because in my own life, years ago, I was doing things for God. В моей жизни много лет назад я все время делал дела для Бога. But I don't think that it came forth from my relationship with the Lord Jesus as much as for other reasons. Но я сейчас не верю, что это было столько результат моей любви к Иисусу, столько от других причин. You could be married to someone and be doing a lot of things for that person. Можно быть женат на человеке и много, может быть, делаешь для этого человека. But you could be doing them for the wrong reasons. А может быть, не за те причины вы это делаете. You could just be doing it out of duty. А может быть, это как долг. You could be doing it only to make a good impression. Может быть, вы хотите производить хорошее впечатление. You could be doing it so that person would do something for А you. может быть, вы хотите, чтобы они что-то делали для вас. But the best way is to just do it because you love the other person. А лучше это, когда вы делаете это, потому что вы просто любите другого человека. There are some people that when you get to know them, you don't like them at all. Есть некоторые люди, которые, когда вы с ними познакомитесь, то есть, когда вы знакомитесь с ними, вы понимаете, что они вам не нравятся совсем.
because they're mean потому что они не хорошие, не добрые, and they're bad. они плохие. But there are other people, when you get to know them, you love them. И есть другие люди, которые, когда... Нравится нам. Они нравятся, да, потому что вы познакомились и узнали, что они хорошие. Many times I say to people, if you are not in love with Jesus, there's only one reason. You don't know him. Часто я говорю людям, если вы не любите Иисуса, есть только одна причина, почему. Это потому, что вы не знаете Его. So we want to know him. Так, мы хотим знать Его. And the way we get to know him is to obey his word. Как мы знаем Его, это когда мы соблюдаем Его слова. So Paul said, what shall I do? Павел сказал, что мне делать. And Jesus said, get up and go. И Иисус сказал, что Иисус сказал? Он сказал, встань и иди. And in this case, he told him to go to Damascus. И в этот раз он сказал, иди в Дамаск. And there you will be told more to do. И там тебе сказано будет все, что назначено, то есть больше, что надо делать. That's exactly the way our lives are. И вот как идут наши жизни. You don't learn everything at the first stop. Мы не узнаем все в первом месте в жизни. You know what a scavenger hunt is? Scavenger, I don't know what scavenger is. You get the next clue, you go here, you go there. Есть такая игра в Америке, где это как охота. Значит, подходишь к дому и просишь вот одну вещь, они дают тебе как вещь и еще информацию, чтобы вы знали, куда надо еще дальше идти. И это вот это какая-то игра. Life is like walking on a journey with Jesus. Жизнь это как путешествие с Иисусом. You go around a corner and you learn something. Идешь за угол и узнаешь что-то новое. You step out of the boat and he proves that he's faithful. Идешь из корабля и он доказывает, что он надежный. Every step is an opportunity to grow in your faith. Каждый шаг дает нам возможность расти в вере. Let's look at Philippians chapter 3. Посмотрим Филиппийцам 3 главу. Because the book of Philippians is one of the last epistles that Paul wrote in his life. Филиппийцам. Потому что... Извините, я слышу девушку. The book of Philippians is one of the last... I thought I said that. Филиппийцам это одно из последних посланий, которые он писал в жизни. It was probably 20 years or more after the record that Paul on the road to Damascus. Это, вероятно, было написано 20 лет после того, как он родился свыше там в дороге в Дамаск. And we will see that Paul's primary goal was still to know who Jesus Здесь мы is. увидим, что все еще у него основная цель жизни, это было, чтобы узнать, кто Господь. The more you get to know Jesus, the more you get to know God. Чем больше ты узнаешь об Иисусе, тем больше ты узнаешь о Боге. Because Jesus is the image of God. Потому что Иисус есть образ Бога. So we want to look closely at the image. Так что мы хотим очень близко смотреть этот образ. We don't want to take any Мы не counterfeits. хотим подделку принимать. The more we study who the real Jesus is, the more we recognize the false Jesuses. Чем больше мы узнаем, кто этот настоящий Иисус, тем больше мы можем узнавать подделку. Nothing in your life is more important than knowing Christ. Нет ничего более важного в жизни, чем знать Иисуса. In the beginning of Philippians 3, Paul tells about his former Jewish credentials. И в начале этой 3 главы Павел рассказывает немножко о своей бывшей жизни как еврей. And then in verse 7, he says, Тогда в 7 стихе он говорит, read 7 and 8. Anybody? 7 и 8 стих. Ну что для меня было
преимуществом, то ради Христа я почел тщетую. Да и все считаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Okay. 7 and 8, we read that? Okay. You can see what Paul is talking about in verse 7 is his former Jewish credentials. Вы видите, что здесь Павел говорит в 7 стихе о своей бывшей жизни как еврей. Кто он был, чем он был важен. Paul was a very committed Jewish rabbi. Он был раввин, очень посвящен своим делам. And that was the best thing he knew. И это все, что он знал, наилучшее. So it wasn't like he was being evil. Это не значит, что он хотел быть злым. He was pursuing God in the best way he knew. Он просто искал Бога таким образом, потому что это все, что он знал. But as soon as he recognized that he wasn't going in the right direction, he turned around and he went the other way with equal commitment. Но как только он узнал, что он не туда шел, он сразу делал поворот и пошел в том противоположном направлении. And he said that all of his important credentials didn't mean anything to him compared to knowing Jesus. И он сказал, что несмотря на все его важные там преимущества жизни, он считал, что это ничего по сравнению с Иисусом. He said that all of those things which he thought were so wonderful were garbage. Он сказал, что все, что он тогда думал прекрасное, в конце концов, это все ссор. Compared to knowing Jesus. Это по сравнению с тем, чтобы знать Иисуса. And verse 10, 10 стих. who would like to read it? Кто хочет читать? Нет. А чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуй смерть Его. I want to know Christ. Я хочу познать Христа. 20 years later, it was still Paul's passion. 20 лет позже, после деяний, он все еще хотел его страсть. And he wanted to know the power of his resurrection. И он хотел знать силу воскресения его. Those first two things sound very good. Эти две первые вещи очень хорошие. But what about the next thing? А что с третьим здесь? The fellowship of sharing in his sufferings, becoming like him in his death. Участие в страданиях его, сообразуясь смерти его. What does that mean? Что это значит? It means that we as Christians must be willing to take up our cross and die to our self-will. Это значит, что мы, как верующие, должны быть готовы взять свой крест и умирать от как своей личной воли. But we will not die to our self-will unless we believe that there's a resurrection and greater life on the other side of that decision. Мы не будем подчинять нашу волю, если мы не верим, что там, на другой стороне, так сказать, будет лучшая жизнь с воскресением. Remember that your life is a journey with the Lord. Помните, что ваша жизнь – путешествие с Господом. And on a journey, the scenery changes. И когда вы путешествуете, пейзажи меняются. You're going to come to a crossroad, and then another crossroad, and another one. У вас будет там перекресток дороги, и еще дорога будет креститься. There will be many detours that you could take off of the path. Возможные повороты с этой пути. And the question is, will you stay on God's way, or will you go your way? А вопрос в этом, продолжите ли вы по пути Божьей,
или свернете вы с дороги в Да. другие направления. The devil has many things along the road saying, over here. Дьявол ставит многие разные вещи по дороге, которые привлекают вас. Your life is a series of choices. Ваша жизнь состоит из целого ряда выборов. The choices you have made in the past have brought you to where you are today. Те выборы, которые вы делали в прошедшем, они уже вели вас до этого места сегодня. And the choices you make today determine your mental and emotional and spiritual whereabouts in the future. И выборы, которые вы делаете сегодня, определяют, где вы будете в будущем. God will not make your choices for you. Бог не выбирает для вас. He will set before you the right choice, Он поставит перед вами правильный выбор. and He will try to persuade you to come with Him and Jesus. И Он постарается уговорить вас идти вместе с Иисусом. And every time you make that decision to go with them, you grow in your faith. И каждый раз, когда вы решаете и выбираете идти с ними, вы растете в вере. Very few people understand verse 11. Не очень много людей понимают этот стих, 11 стих. It says, and so somehow to attain to the resurrection, does it say out from among or just the from? resurrection of the dead. Of the dead, okay. Read it. Чтобы достигнуть воскресения мертвых. The preposition is not the correct preposition here. Здесь нет предлога, но предлог нужен. It should read, to attain the resurrection out from among the dead. Это должно быть лучше переведено, чтобы достигнуть воскресения из этой среды мертвых, из мертвых. This verse is not speaking about the resurrection of your body. В этом стихе не говорится о воскресении вашего тела. Because the context has nothing to do with that. Контекст не относится к этому вопросу. The context is about dying to your self-will and finding resurrection life on the other side of that decision. Здесь речь идет о смерти вашей личной воли и то, как вы найдете воскресение после этого в Его воле. Now, on this table, there are 5 objects on this table. 5 вещей разных на этом столе. If I take one of the objects out from among the other objects, Если я беру одну вещь с этого стола, it implies that the other objects are left behind. так как есть 5 вещей, подразумевается, что остальные вещи остаются там на столе. Right? Правильно, да? When Christians are raised from the dead, none will be left behind. Когда верующие будут воскресены из мертвых, никто из верующих не будет оставаться. So this is not talking about that. Так что это не может быть о том. This is talking about choices that some people will make and some people will not make. Речь здесь идет о тех выборах, которые некоторые люди будут выбирать это, а другие не будут выбирать делать. Because not all Christians will choose to lay down their own will and take up the cross of Christ and follow Him no matter what. Потому что не все верующие будут оставить свою волю и брать крест и следить за Иисусом, несмотря на все. But you can choose that path. Однако вы можете выбрать этот путь, Because you have free will. потому что у вас есть свободная воля. The choice is up to you. И этот выбор ваш. And if sometimes we make the wrong choices,
God and Jesus will still hold our hand and walk with us. И если мы иногда делаем не те выборы, Бог и Иисус все еще будут держать наши руки и идти с нами. And that's what the next verses say, and we'll read those before we close. И вот что говорится в этих последовательных стихах. Мы сейчас будем читать. Okay, verse 12, somebody. Кто-нибудь 12 стих, пожалуйста. Нет. Говорю так не потому, что я уже достиг или совершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос. So Paul says, I have not always made the right choices, but I'm going to keep going. Так Павел говорит, я не всегда делал те правильные выборы, я не всегда правильно выбрал, но я буду продолжаться. He said, I'm going to press on to take hold of that for which Christ took hold of me. Я стремлюсь, не достигну ли я, если точно. Говори громче. Как достиг меня Иисус Христос. Remember that Jesus took hold of you first, Помните, что Христос достиг вас сначала. because you were dead in sin. Вы были мертвы в грехах. And all you could do was believe in Him. Все, что вы могли делать в то время, это поверить в Него. It's like you were trapped inside a giant jar of applesauce, mayonnaise. Майонез. Да, это как будто вы закрыты в большой банке майонеза. And the top was too high for you to reach. А больше нет майонеза, между прочим, мне надо беспокоиться о майонезе. I said there's no more mayonnaise in the jar. Крышка слишком высоко. No, the mayonnaise is in the jar. Нет, он говорит майонез в банке. It's a full jar. Банка полная. And you have sunk down in the mayonnaise. Вы в майонезе. It's over your head. Выше головы. And you can't breathe. И вы не дышите, вы не можете дышать. And you have only one hope. И у вас только одна надежда. You stick. Make a big sandwich. Что? And he said, eat all the mayonnaise. Eat all the mayonnaise. Just go along with the analogy. Your only hope is to stick your hand up out of the mayonnaise and wave your hand. Единственная возможность это махать рукой, значит, выше поверхности майонеза. And you hope that someone is passing by and sees your hand sticking up. Что кто-то пройдет и увидит вашу руку. The fact that you stick up your hand indicates you want salvation. Это то, что вы показываете свою руку выше майонеза. Это показывает, что вы хотите спасения. Вытащили. But that doesn't get you out of the jar. Однако это не вытаскивает вас из банки. Because salvation is not by works. Потому что спасение не через дела. It's by grace. Это через благодать. You need someone to take hold of you and take you out of the jar. Вам нужно, чтобы кто-то взял вашу руку и вытащил вас из майонеза. And it's Jesus who takes hold of you. И вот это Иисус, который взял вашу руку. And then he washes off all the mayonnaise. Тогда Он умывает вас, чтобы не было майонеза больше. So you know that Jesus will never let go of you. Так что вы знаете, что Иисус никогда не будет держать вашу руку. And now you want to learn how to take hold of Him. Вы хотите сейчас учиться, как достигать Его, So it's a solid grip, чтобы вы держали. a two-way grip. Он держит вас, и вы Его. And then we'll read verses 13 and 14, the last Еще verse. 13 стих, 14 стих. You already read. We need another volunteer. А что еще будете читать? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и
простираясь вперед. Кто-то читает 14. Да, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Okay. That's it? 14, yeah. That was 14 also? Yeah. Okay? Try to stop him tomorrow. Sorry. In verse 13, he says, one thing I do. В 13 стихе он говорит, только одну вещь я делаю. But then he says two things. А тогда он говорит две вещи. Forgetting what is behind and stretching toward what is Я ahead. забываю заднее, и я простираюсь вперед. That's because the way that you forget what is behind is by looking ahead. Это на самом деле только одна вещь, потому что как вы забываете то, что за вами, это когда вы простираетесь вперед, вы не думаете об этом. And he says, I press toward the goal to win the prize. Я стремлюсь к цели, к почести. And that will be your choice day by day. И это будет ваш выбор каждый день. The goal is set before you, and it's to follow Christ. Это вот цель поставлена перед вами, и это следит за Христом. It's like he said to Paul, come with me to the next place, and I'll tell you more. Это как он говорил Павлу, иди со мной на следующее место, и там я скажу еще больше. And you can follow him И мы можем следить за ним in the same way, таким же образом. because you and Jesus make a majority in every situation. Потому что когда это вы и Иисус, это большинство в каждой ситуации. So let him be your teacher, Так что дай ему учить вас, because he had perfect faith. потому что у него была совершенная вера. He always trusted God. Он всегда доверял Богу. He always obeyed Он God. всегда слушался Бога. He always spoke what God wanted him to Он speak всегда говорил то, что Бог дал ему. and did what God wanted him to Всегда do. делал то, что Бог повелел. That's why he's the image of God. Вот почему он образ Бога. If we have seen him, we have seen the Father, the invisible God. Если мы видели его, мы видели Отца, невидимого Бога. You see the invisible God in the visible Jesus. Вы видите невидимого Бога в видимом Христе. And Jesus is visible in the book. И Иисус, можно видеть его в этой книге. He wants to come alive off the pages into your heart. Он хочет оживиться из этих страниц в ваше сердце. First, you read, Сначала мы читаем, and you ask the Lord to help you understand his heart. тогда вы просите у Бога помощь, чтобы понимать его сердце. But then you obey. Тогда вы слушаетесь его. You step out of the boat. Вы соблюдаете его заповеди, вы поступаете на воду. And that's when the head knowledge becomes heart knowledge. И это когда вы действуете, это когда вот это знание в уме становится знание и понимание в сердце. One of the important parts of the Bible to read is Matthew, Mark, Luke, and John. Одна очень важная часть Библии, которую мы должны читать, это Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Why? Почему это важно? They're the only books that tell about Jesus' life. Потому что они единственные места, где говорится о жизни Иисуса. And you who are young people, you can understand those books. И вы, дети, вы можете понимать это Евангелие. And you can do the things that Jesus И did. вы можете делать то, что делал Иисус. And we know that Jesus came to Israel, Мы знаем, что Иисус пришел к Израилю. and many of the things he said were specifically for the И Jews. что многие вещи, которые он говорил, они были специфически предназначены для евреев. But many of the things he said are still relevant for us. Однако много, что он говорил, это еще относится к нам. And most of those are behavioral И principles. большинство этих, это как вести себя. And so when you read the four Gospels, you see a wide spectrum of different kinds of people that Jesus encountered.
И когда вы читаете Евангелие, вы видите широкий, спектр, да, людей, с которым познакомился Иисус. From the very worst Pharisee to the best disciple. Там показывается самый последний плохой фарисей и самый лучший ученик. Many other people. Разные люди среди них. The rich young ruler, the woman at the well, the leper. Богатый человек, там показывается вот эта женщина на, У колодца. у колодца, да. Вот такие люди. And I think that what we can learn from that is that there is a part of me in each of those people. Я думаю, что мне там выучить, что есть часть Part of you. меня, часть вас в каждом из этих людей. You are sometimes like a Pharisee, so am I. Вы, может быть, иногда ведете себя как фарисей. Я то же самое делаю. Sometimes you're like the woman who was bleeding. Иногда может быть, вы ведете себя как вот эта женщина с течением крови. And what you can learn from the Gospels is how Jesus will deal with you in whatever way you are. И то, что вы можете выучить из Евангелия, это как Иисус может работать с вами, несмотря на то, где вы находитесь в жизни. And you can trust Him to love you just like He loved all those Вы можете people. доверять себя Ему, вы можете верить Ему, что Он будет помогать тебе, как Он любил их, Он будет любить вас. So, we hope that you can come back tomorrow, and if you have any questions tonight, we'll be staying here, so feel free to ask your questions. Я надеюсь, что вы можете завтра вернуться, и если у вас есть вопросы сейчас, мы будем здесь сегодня вечером общаться. Надеюсь, что я могу отвечать на ваши вопросы. These are some questions that were not good because they didn't really want the answer. Фарисеи задавали вопросы Иисусу, нехорошие вопросы, потому что они не хотели ответа. But don't ever be afraid to ask questions, Но никогда не бойтесь задавать вопросы. especially if you don't understand. Особенно если вы не понимаете, что Иисусу. And you can see in Ephesians 5:21, Вы видите в Ефесянам там 5:21 стихе. it says, "Be subject to one another." Подчинитесь друг другу. The word really means to cooperate with. Это значит работать друг с другом. And the way you cooperate is to be submissive to people in the appropriate way. Как вы будете работать вместе, вы будете подчинить себя другим, как подходит к делу. It's appropriate for me to submit to you if you know something I need to know. Хорошо, когда я подчиняю себя вам, если вы что-то знаете, что я должен знать. But most churches are a hierarchy and the person at the top has a big hat or something. Однако обычно церкви иерархию имеют, там вот человек, который руководит, носит какую-то шапку. And people are afraid of them. И люди боятся руководить. It's not supposed to be that way. Не должно быть так. And it's very interesting why you find Timothy, Titus, and Philemon in the Bible for everyone to read. Это очень интересно, почему находится в Библии вот послание Тимофею, Титу, Филемон, чтобы все могли читать их. The reason they're in there is so everyone can know how a true leader is supposed to behave. Они находятся в Библии, чтобы все могли видеть, как руководитель должен вести себя. And then if the leader is not acting according to that standard, you say, "Hey!" Если руководитель не ведет себя согласно этому стандарту, и тогда кричите ему. Надо вот это делать. Then people don't get abused by counterfeit leaders. Тогда люди не повреждены подделками руководителя. Because you speak up. Потому что вы говорите им.
There was a black man who lived during the Civil War in America 150 years В ago. американской истории 150 лет назад жил негритянин. He was a slave. Он был раб. And after the war, he became a prominent citizen. И после войны он стал знаменитым гражданином. And he wrote some books. И он писал много книг. And he said, the limits of tyrants are prescribed by those they oppress. Он писал, что тиранство ограничено теми, которых они давят, да? Many Russians in history have known that principle. Многие русские через историю тоже знают этот принцип. And they have chosen death instead of tyranny. И они выбрали смерть вместо тиранства. Christians should also know the principle, Верующие тоже должны знать этот принцип, so that you're not abused by false leaders. чтобы нас не вредят руководители, которые фальшивые, поддержки. Because there are genuine leaders. Потому что есть настоящие руководители. And the Bible says to follow those who follow В Jesus. Библии говорится, что мы должны следить за этими руководителями, которые следят за Иисусом. But you have the standard by which you can recognize who those people are. У вас ваша мера, стандарт, чтобы узнавать, кто есть настоящий руководитель. And if you follow them, you benefit. Если вы следите за этими руководителями, это к вашему добру. Now, I'm just a human being like you. Я, например, я простой человек, как вы. And I haven't always done everything right. Я не всегда все делаю как следует. I've done a lot of things wrong. Я много неправильного делаю. But I changed my mind. Но я изменил, как я думал в голове, в уме. Now, by God's grace, we have learned some good things from the Bible, and we know how to teach it. Сейчас через благодать Бога мы уже узнали много интересных вещей в Библии, и мы стараемся этому учить. But many people say I'm evil and I'm a heretic and I'm Есть те, bad. которые говорят, что я злой человек, что я еретик, и что я какой-то злой, плохой. That's not my problem. Это просто не моя проблема. I know that God will not tell anyone to stay away from CES or the teachings that we are doing. Я знаю, что Бог не скажет никому отстань от этой организации христианская служба для образования, потому что то, что мы делаем, это хорошо. Because I believe that the teachings are biblically sound. Потому что я верю, что то, что мы, чему мы учим, это основано в Библии. And I know that we have a heart to care for people. Я знаю, что наше сердце это чтобы заботиться о других людях. That doesn't mean we're perfect, Это не значит, что мы совершенны. but we are making steady improvement. Однако мы стараемся улучшить качество нашей работы. If you think I'm strange now, you should have seen me 5 years Если ago. вы думаете, что я немножко выгляжу странным сейчас, надо смотреть меня 5 лет назад. Okay. Да-да-да. Вспышка. Что пишет книги, выходит новая книга, вот такой вопрос первый. Ну, как пишутся книги, совместно это или один человек, и вот как это, проверяется, так He сказать. says, you mentioned that you're writing books. We're interested in the process of writing the book. How do you do this? Is just one person writing it? More than one people? How do you check what you're doing? 3 of us write the books together. Нас трое, кто пишет книгу. Мы пишем вместе. I just find one on the bookshelf here. Что нашел одну из наших книг здесь. This is the, we've written 4 books. I think this is the 3rd one.
It's called Don't Blame Мы God. уже писали 4 книги. Я думаю, это третья наша книга, называется «Не обвиняй Бога». And usually one of us leads the way, writing on a certain idea, and then eventually the other two join in. Обычно один из нас finish it. начинает писать об одной или другой мысли, одну идею, когда другие помогают в этой работе. My friend Mark and my friend John, another John. Это вот мои друзья Марк и Джон, это другой Джон. And both of them grew up as atheists. Они оба воспитаны были атеистами. То есть они сами были атеисты. Their fathers are still atheists. Их отцы оба еще атеисты. They never went to church. Они никогда не ходили в церковь. And they didn't know anything about God until someone taught them the truth of the Word. И они ничего не знали о Боге до того, как человек их не учил о истине слова. They are very smart men. Они очень умные люди. And they read book after book И они after читают book. книги за книгой. And they remember what they И read. они помнят то, что они читают. I don't know how they do it. Я не знаю, как они это делают. But we are a good team. Но мы хорошая команда. Because Mark is a very deep thinker. Марк очень глубоко думает. He sits around thinking, how could Lucifer have conceived of evil? Он сидит и думает, как Люцифер мог придумать зло. I'm thinking about Michael Jordan. Я думаю о баскетболе, Майкл Джордан. John knows more about the Bible than anyone I've ever met. Мой друг Джон знает больше о Библии, чем любой человек, с которым я знаком в своей жизни. And once I figure out what they're talking about, I tell them how to write it. Как только я понимаю, о чем они говорят, я могу объяснить им, как лучше писать это. So I am the salesman. Так что я как продавец здесь. They are the research. И они исследователи. But they're wonderful men. Они прекрасные мужчины. And so it's very challenging to write a book with 3 different people. Это, конечно, большой вызов писать книгу, когда это настрой. But it results in a better product. Результат лучше, как сказать, продукт. The book that we are about to finish is 700 pages. Книга, которую мы сейчас кончаем, состоит из 700 страниц. I wish there were a machine that would just translate it into Russian in 1 minute. Я очень был бы рад, если бы была машина, которая могла перевести эту книгу сразу на русский. I know you can scan things. Can you get it into English and then put it into Russian on the computer? Not very well. They don't work that way. There's a, what's that? There are translation Programs. programs. Yeah. Anyway, Он говорит о машинистском переводе. Ну, примерно 80%, ну, 80% понятно. Машинный перевод. Да, даже больше. Ты никогда не знаешь, когда есть ошибка. Просто обычно выражение, которое надо учить и машину. He has a program that does machine translation. He gets some. Человек лучше делает, конечно. but no 2 of us could have written the book that you will eventually read. Из нас, чтобы 2 человека писать эту книгу, это было бы невозможно просто. It required all 3 of us. Потому что все настрои работали. And this Мы